Раз вы затронули тему СДЛ, то, наверное, мы поговорим на эту тему. Вот сейчас я как раз-таки нахожусь в таком стилизированном зале башни Согласия, а это образец ингушской башни. Башня – это символ ингушей, главный. Второй символ – это орел. Как раз-таки в зале под названием Мехкел. Вот эти вот как раз все сиденья, этот зал олицетворяет совет старейшин ингушей. А совет старейшин был главным органом по защите адатов, по защите обычаев, по принятию каких-то новых правил, и в том числе, конечно, по неукоснительному такому соблюдению СДЛ. СДЛ – это система правил поведения ингуша, а надо сказать, ингушские рода принимались не абы какое общество. Каждый род должен был иметь 7 имен отца. Каждый род должен был иметь земли, определенные территории. Каждый род должен был иметь, значит, место поклонения Богу. Сейчас Аллаху говорят, но у ингушей тоже был единый Бог. Это место называлось Элгец. Элгец по-ингушски. Далее иметь склепы, надземные склепы. И самое главное, 5-й элемент, ингушский благородный род должен был иметь обязательно боевую башню Вов. К ней прикреплялись уже жилые башни. В этой системе все было распределено, вплоть до само общество составлено было так, вплоть до полувозрастной стратификации. И вот эти правила неукоснительно должны были соблюдаться. Правило СДЛ – это правило благородного тона, то есть кодекс чести ингуша. Почему? Главным в этом правиле был такой постулат, что благородные люди, только благородные люди могут сеять добро, и из них могут только идти добро. Вот такие вот элементы, многие говорят уже, что место женщины, ребенка, 3-е, 4-е, это все было распределено в этом кодексе чести. Допустим, с самого детства женщин обучали, был такой институт у ингушей, он назывался СУ, то есть, это близко к понятию княгиня. Вот в отношении женщин применялся этот кодекс СУ. То есть женщину с детства освобождали от подлого, трудного, тяжелого труда. Женщина была для ингушей девочка, женщина – это существо, которое надо оберегать, которое надо опекать. И, наверное, нет ни одного народа вот такого отношения к женщинам, как у ингушей, потому что они к ней относились с самого детства как к княгине. Естественно, ее обучали
значит, это не значит, что она была освобождена от домашней работы, такой как рукоделие, такой домашней работы, как, допустим, вышивание и многое другое. Она прекрасно должна была усвоить эпос. Почему? Потому что это образовательная часть его воспитания была. Она должна была, значит, в основном следить и воспитывать детей. А для мужчин существовал другой институт. Он назывался институт конновства. То есть институт конновства, доблести, рыцарства. Их обучали уже по-другому. Примерно где-то 6-7 лет женское и мужское обучение у ингушей разделялось. Конновство входило это, значит, работа по дому, на поле, работа с животными, охота обязательно, скачки, стрельба из лука, потом стрельба из различного оружия, владение оружием и все остальное. Для этого были вот эти вот наши в старинных городах специальные места, ристалища, на которых соревновались юноши. И вот по происшествию 15 лет для юношей организовывалось соревнование каждую осень. И если кто-то не прошел 15, значит, у него еще год оставался до 16 лет. В первую очередь надо заметить сам строй. Ингушский средневековье – это был военно-аристократический строй с элементами аристократии и демократии. То есть каждое общество своего рода составляло полис такой, демократический полис. Поэтому в этой системе, конечно, конкуренция имела большое такое значение. Конкуренция чего? Конкуренция чести, конкуренция доблести, конкуренция добрых отношений, конкуренция этики. Первый принцип я сделал, это так можно сформулировать его, что преимущество аристократии в добродетели. И в этот добродетель в первую очередь проявлялся по отношению к младшим членам семьи. Это значит старики, это значит женщины и дети. Поэтому все это было поставлено на большой уровень чести. Была большая система так называемых табу, избеганий. Допустим, дети при родителях не садились, не имели права, честь не допускала, чтобы они садились, они ухаживали за родителями. Старшим непременное большое уважение. Никогда младший не разговаривал со старшим сидя. Надо было с ним разговаривать очень почтительно, стоя. А что касается женщин, то самое лучшее – одежда, драгоценности, все остальное принадлежало к женщинам. К ним было удивительно такое отношение, очень опекаемое, бережное отношение. Ингуши никогда в жизни не продавали женщин, как это делалось во многих азиатских народах. Нет такого примера у ингушей. Это большой позор даже убить женщину. Вот в связи с этим много возникает вопросов, была ли женщина правоспособна, а зачем ее низвергать до разборок и прав мужчин.
Даже если женщина совершала случайное убийство, за это отвечали мужчины. Поэтому женщина была на таком уровне, что ей вот эти вот правовые элементы, или, допустим, элементы владения собственности, кроме ее вещей, каким-то имуществом, это ей не надо было. Для этого существовали мужчины. А ее права, на охране ее прав, всегда находились, во-первых, это ее семья, во-вторых, семья мужа, в-третьих, дети, в-четвертых, род. Это все стояло на охране прав женщины от посягательства на ее права, на ее честь. Поэтому здесь были такие равные отношения. Я вам приведу такой пример, насколько почитали женщин. У нас был такой богатырь Нарт, Сецкасулс. В древние времена эти нарты очень часто задирались друг другом. И вот он задрался с другим нартом под названием Паглбери. И когда жена Сецкасулса узнала, что он завтра должен биться с Паглбери, то есть один из них должен погибнуть, она запрягла лошадь, телегу, взвалила на его барана и поехала к жене Паглбери. И говорит, вот завтра наши мужья должны биться, и кто-то из нас останется вдовой. Они тут же зарезали барана. Был специальный обряд, он называется неш, женского братания. Есть вошел, ингушское мужское братание, а у ингушей существовал вот этот вот интересный процесс женского братания. И они тут же стали сестры. То есть по этому обряду и на утро, когда Сецкасулс, богатырь, сказал жене, принеси мои доспехи, мне пора идти на битву, она сказала, ты не можешь биться с Паглбери. Почему? Потому что мы с ней, с ее женой, стали сестрами. А раз они стали сестрами, а вот эта ихняя вражда становится ничтожной. Она исчезает. Потому что нельзя биться с мужем сестры. Женская мудрость. Вот. Поэтому, да, вот такие процессы вот на таком уровне, в общем-то, но тем не менее у женщин была очень высокая честь, как я говорил, значит, ее воспитывали в рамках близкой к понятию княгини, су по-ингушски. Вот. Она никогда не оскорбляла мужчин, всегда знала, как ответить на любое слово, очень обходительно обходилась с мужчинами в своей семье и за ее пределами. Вот. И никогда, вот если мы возьмем вот в истории, вот, даже недавняя история, в XIX веке, вот Леонтович, а другие, когда доходит дело, значит, до каких-то, ну, таких аморальных случаев среди ингушей, они пишут, нам они неизвестны. Вот до того женщина себя высоко ценила, что никогда не шла на какие-то погрешности, на грехи, которые могли оскорбить ее семью, ее мужа, ее детей, ее будущее. Потому что в истории родов Ингушетии очень часто оскорбление чести, оно очень больно и надолго запоминается. Из-за него очень люто мстят кровавой мести. Что дает нации в целом такая модель поведения мужчин и женщин? Вы знаете, традиционное воспитание, человек традиционного воспитания, он сразу отделяется во многих местах. То есть идентичность
благородство, честь, культура, если ей владеет человек, не маргинал. Он сразу отличительно отделяется от многих людей. И очень приятно бывает даже наблюдать, видеть, говорить с ним. Почему? Потому что он не будет материться, он не будет свернословничать, он будет держать свое слово, он будет вежливо обходиться с людьми, он будет показывать примеры высокой чести и нравственности. А с такими людьми всегда приятно иметь дело. К сожалению, сегодня вот эти вот семейные ценности, ингушские семейные ценности, кавказские, я бы сказал, общекавказские семейные ценности, они подмениваются. Давайте поговорим о семейных ценностях народов Кавказа. В первую очередь, это что? Ценность – это ваша религия. То есть почему религия? Потому что религия учит вас нравственному воспитанию, нравственной жизни. Вторая ценность ваша. Это ваш родной язык, который содержит все ваши обычаи. Человек, который не знает собственного языка, он не будет придерживаться обычаев. Почему? Потому что язык является отражением вашей традиции, вашей обычаи. Третье. Семья. Семья. Стремление завести семью. Стремление воспитывать детей. Стремление найти человека, который мужчина и женщину, а женщина, мужчина, которые достойно понесут вот эту вот божественную награду любви между ними. Вот эти вот ценности сегодня, они подмениваются, какими-то вечными ценностями, наверное. Вот это стремление к приобретению вещей, стремление к деньгам, стремление к имуществу, к сожалению, убивает духовные ценности человека. А ведь духовные ценности – это главный элемент вашего успокоения, вашей души, вашего характера. И когда человек меняет свои ценности, он меняет свой характер, он меняет свое отношение к миру, он изменяет собственным традициям, собственной культуре. Какие методы разрушения этих ценностей сегодня есть? Что интересно, почему-то вот кавказцы думают, что нет влияния в этой жизни. Вот якобы им никто не должен мешать для проявления своей культуры. Не надо забывать, что мир вообще изначально он двойственный. Вот примерно есть тьма, есть свет, да? Есть любовь, есть ненависть, так? Есть холод, есть тепло, правильно? Есть мужчина и женщина. Вот. В конечном счете. Так создал нас Всевышний. И поэтому, для того, если мы хотим выжить как кавказцы, мы должны проявлять собственную культуру. Вот. Не стремиться к чему-то другому, а не поддаваться тому влиянию плохому, которое идет со стороны. Да, общемировые ценности хорошие, они одинаковые все. Почему? Потому что они сакральны, то есть изначально идут они от религии, либо христианской, либо мусульманской, общемировые ценности. Но дело в том, что говорить одно, а соблюдать это другое. Верить в свою религию, верить в свой народ, любить свою родину, любить свой язык – это же не просто говорить об этом. Это в первую очередь проявлять это, проявлять своими действиями. Никогда не заходить за пределы запрещенного, аморального, ненужного, которое чуждо вашим ценностям. Но, к сожалению, сегодня очень многие поддаются таким вещам и гибнут вот в этой вот страсти, когда человек забывает о моральных ценностях, когда человек духовным ценностям предпочитает материальные ценности, это говорит о гибели его души. Вот здесь каждый сам для себя должен сделать выбор. А выбор
должен быть в пользу духовных ценностей. Вот это вот место пустое, оно не бывает. Знаете, есть такое крылатое выражение: кто не молится своему Богу, тот молится своему врагу. Вот человек не должен молиться врагу. Его душе вот эта вот святость должна оставаться, если он до конца жизни хочет жить как человек, не мучаемый совестью, не презираемый собственными поступками грязными. Расскажите о методах борьбы с совестью, с горскими порядками. Сегодня нельзя нам отказываться от базовых своих ценностей. В каком смысле? Вот методы, что такое методы борьбы? Методы борьбы заключаются в том, что вы должны предпочитать плохим поступкам хороший поступок. Каждый человек должен начинать с себя. Не с того, что вот правительство на уровне, значит, я не знаю, Совета министров приняло постановление. Нет. У вас есть собственная семья, собственный дом. А до собственной семьи и до собственного дома у вас есть собственная душа. Правильно? Вот с исправления этой души, затем собственного дома, вы должны начинать. Если вы не можете подействовать физически на какой-то процесс, вы хоть своими желаниями, а мысли имеют обязательно материальное воплощение, об этом очень много говорят в нашем мире, это так, должны желать только хорошего. Вот. Поэтому преимущество человека над природой в том, что он должен любить, а не ненавидеть. Вот эта любовь в его душе, любовь к Богу, к семье, к своему народу, к миру и его отношения, которые он несет, вырабатывает каждый день, это главная борьба. Вы не бойтесь злых людей, не бойтесь скверных людей. Зачем их бояться, я не понимаю. Почему? Потому что однажды неизбежная смерть к вам придет рано или поздно, в свое время. Она не раньше, не позже придет. Поэтому в этом отношении вам бояться не надо. Поэтому злости и зла в этом мире бояться не надо. Ему надо противодействовать всеми методами, которые вы можете. А в первую очередь метод какой должен быть? Вы должны желать добра. Вы должны желать себе противостоять этому злу. Вы должны верить как в эту жизнь физическую, так и в ту жизнь метафизическую, которая с вами нас обязательно ждет уже за предельной чертой. Поэтому страха не должно быть. И вот мы сидим вот здесь в зале, мы прекрасно знаем много образцов, когда говорят, ингуши не ведали смерти. Почему они не ведали смерти? Во-первых, они видели склепы рядом со своим жильем. Если вы были в Горной Ингушетии, вы знаете, здесь стоят замки, а здесь стоят склепы. То есть путь отсюда из жизни до склепа к предкам очень короткий. Его бояться не надо. Но вот этот путь надо преодолеть стоя человеком, никогда не отступая перед злом. Поэтому наше моральное состояние, оно должно быть больше и сильнее наших физических желаний. Вот в этом смысл жизни. Если вы, ваше благородство, выше ваших физических желаний и потребностей, а их надо, вы знаете, порой надо отучать себя от гордыни, а гордыня – это глупость человеческая, от гордыни и чванства человека. Вот. Если его, значит, духовное, душевное состояние будут выше, чем стремление к имуществу, значит, он сильный человек. Вот. И его победить злу будет очень трудно. А что касается сегодняшнего дня, себя нельзя ассоциировать с плохими явлениями. Вот. Себя всегда надо, себя позиционировать и ассоциировать надо
с добром, с тем лучшим, которое есть в этой жизни. Пусть весь мир даже против вас. Какая в конце разница, если Бог за вас, кто против вас? В этом разницы никакой нету, понимаете? Поэтому в душе надо хранить Бога и всегда быть на стороне добра, то есть на стороне Бога. И тогда вы будете непобедимы. В крайнем случае, каждый день вы будете ложиться спать счастливой и счастливым просыпаться. Вот что такое Алхай-Эстел. Скажите, пожалуйста, об общем горском кодексе кавказцев. Почему он у нас всех совпадает? Основы его идентичны. Я понял ваш вопрос. Дело в том, что издревле Кавказ является одним из центров цивилизации. Вот. Здесь вырабатывались первые металлы. Здесь научились плавить железо. И кавказские народы – это был единый культурный центр. Отсюда исходили люди. Вот говорят, вот там пересечения у нас есть в Египте, Шумеры. Это отсюда шли, не оттуда приходили. Дело в том, что, на мой взгляд, это ошибочное явление, когда говорят, пришли на Кавказ, шли миграции. И в первую очередь отсюда. Почему? Потому что преимущество кавказцев было выращивание злаков и в металле. У кого металлическое оружие и орудие производства, эти народы имеют большое преимущество над другими народами. Поэтому общий кавказский кодекс и общекавказская культура слагалась не десятки, не скажу, а несколько тысяч лет назад. Поэтому вот этот общий кодекс благородства, он зародился здесь. И он одинаков, почти одинаков для всех кавказцев. Подтверждение этому я вам могу сказать, ведь культ предков у всех кавказцев одинаков. Культ оружия одинаков, культ коня одинаков. Понимаете? И вот эти вот все культы, еще зарожденные тогда древней религией, религия астризма, когда кавказцы молились звездам, плавили металл, допустим, тоже серебро, когда полная луна всходила, плавили в эти дни самое лучшее серебро. Вот. Научились плавить тигельную сталь даже делать, правильно, железо, тигельную сталь. Я уж не говорю, злаки появились здесь. И вот это породило общекавказскую цивилизацию. Цивилизация, остатки, которые мы сегодня наблюдаем. Вот эти вот народы, это народы общекавказской цивилизации, общекавказской культуры. Поэтому мы относимся к одному такому клану, к одному составу, к одной культуре, которая, поменялась каких-то элементов благодаря тому, что как перекресток за Кавказье назад, Европу и в Азию, здесь было нашествие многих народов. Вот общекавказские языки приняли языки вот этих вот пришлых народов. Поэтому они, в общем-то, разделились. А так, кавказский пласт – это пласт единого народа, единой культуры, в общем, которой мы сегодня остатки этой культуры наблюдаем, но она была такой сильной, что вот всем кавказским народам дала тот же кодекс чести, обращения к матери, к старикам, к детям, к женщине, какими-то видоизменениями, конечно, из-за миграции, но тем не менее основной костяк ценностный он остался. Как сохранить в современное время этот кодекс чести и нужно ли его сохранять, то есть является ли он архаичным или он подходит под любое время, в любой период мировой цивилизации? Вы знаете, насколько ценностно это сегодня
сохранить. Но давайте обратимся к такому вопросу. Нужно ли сохранить кавказцам кавказскость, в том числе свои языки, или им надо раствориться во всех других народах? Нужно ли кавказцам нужен ли кавказцам европейский либерализм, но который даже признает так называемые малые меньшинства? Задайте этот вопрос кавказцам. Он нам не нужен. Это чуждые для нас ценности, принесенные сегодня откуда-то, чуждые нам ценности. Почему? Потому что на Кавказе четко соблюдали обычаи крови. Допустим, кровь должна была быть чистой. То есть пытались жениться на себе подобных. Правильно? Почему? Потому что в Ингушетии есть такая пословица, что человек носит две главные энергии. Первое – это фу это огонь, фу это огонь, это от отца. И второе – это щур, молоко матери. Вот только вот эти два элемента дают тот характер, ту силу от земли кавказской, которая идет. Поэтому мы должны задать себе вопрос, если мы хотим, как кавказцы, быть сильными, особыми, в смысле как особыми, я не говорю, что мы там должны претендовать на какую-то особую роль. Нет. Оставаться идентичными себе, оставаться идентичными Кавказу. Сегодня нас во многих случаях, во многих вопросах разделили. Вот этот раздел нам не нужен. Нам не нужен общекавказский раздел, на Кавказе границы не нужны. Кавказ должен быть единый. Нужен ли нам тот чуждый клан? Нужны ли нам чуждые ценности? Нет, конечно. Даже белая раса в Европе называется кавказионской расой. Вот. Нам надо сохранить себя. Нам надо сохранить основание своего народа, своего кавказского народа. Нет никакой, на мой взгляд, как бы сказать, проблемы, когда абхазка выходит замуж за ингуша или ингушка там за карачаевца, не знаю, еще в этом Кавказском крае за кого-то. Почему? Потому что даже на вид они одинаковые, они относятся к одной расе. Единственное, может быть, говорят на разном языке, и то в этих языках у них сотни терминов одинаковых, обычаи у них одинаковые. Понимаете? В принципе, единобожие у них одинаковое. И все остальное. Они будут жить по одним и тем же обычаям и понимать друг друга. Но очень трудно, допустим, если абхазка выйдет замуж за немца, ей очень многое придется переосмыслить, поменять и ко многому привыкнуть. И вряд ли когда-нибудь из этого получится в первом или во втором поколении нормальная семья. Я абсолютно, вы поймите, не против смешанных браков. Я против, когда соединят, когда две культуры, которые не способны, в общем-то, не идентичны и не одинаковые, пытаются соединить, из этого получается уродство. Вот это уродство мы проявлять не должны. Сегодня Кавказ должен остаться кавказским, и вот эту вот кавказскость не должна терять ни одна нация на Кавказе. Мы должны сохранить себя, свои ценности, свою культуру. Могу задать вопрос следующий. Угу. Как сохранить себя, свободное мышление, когда у кавказцев за последние столетия они идут по принципу «разделяй и властвуй»? Что вы знаете, посоветуете? принцип «разделяй и властвуй», он не новый. По латыни еще древние римляне говорили «divide et impera», то есть «разделяй и властвуй». Это был имперский принцип, значит, открыто привнесенный на Кавказ. Считают, что его много раз высказывал Ермолов здесь. Но, понятное дело, Кавказ нужен был тогда без кавказцев.
И, в принципе, колониальное время не скрывали, что главная задача русских на Кавказе, то есть на южной окраине, это русификация кавказских горцев. Но она успешно прошла. Она успешно. Мы с вами говорим сегодня на русском языке. Мы обладаем русскими ценностями. Но та культура, древняя культура кавказская, она настолько прочна, что вот ее из нас вывести никак пока не удается. Но мы сами стараемся избавиться от нее. А от нее-то избавляться нам не надо с вами. Почему? Потому что она древнее очень многих культур. Вот. Как я сказал, она упирается в тысячелетия. Поэтому сегодня выбор идет за каждым из нас, за каждым кавказцем, кем он хочет быть и кем он хочет, чтобы стали его дети. Да? Если он хочет стать китайцем, уехал в Китай, воспитывать там детей, пожалуйста. Если он хочет стать, значит, благодатным сырьем, почвой для прорастания других народов, то это да. Но мы сегодня должны задуматься, а что остается нам? И что из нас получится буквально через 100 лет? Ну вот такими шагами, что мы сегодня идем, одно название, может быть, останется. Вот сейчас мы говорим саки, массагеты, да, вот племена. Вот, их нету, да. Тавры, да, если поближе к вам брать, Крым, их тоже нету, да. Ну, наверное, вот когда-нибудь, если мы, как сегодня, будем отвергать свою культуру, ну, буквально через 100 лет будут говорить, здесь были абхазы, здесь были ингагаи, там были еще кто-то, там были аварцы, и от этого ничего не останется. Вот над какими вопросами каждый из нас должен задуматься. Понимаете? Благо быстро проходит, жизнь тоже быстро проходит. Вот. Жизнь – это один момент, но вы должны что-то оставить за собой, свой след такой след, чтобы вот этот след охота было повторить вашим детям. Чтобы ваши дети шли по вашему следу и оставались абхазами, ингушами, дагестанцами, ну не знаю еще, грузинами и прочее, прочее. Вот что главное. И в этом красота нашей жизни. В этом красота, в этом многообразие, красота Кавказа, красота мировоздания. Вот эту красоту надо ценить каждому из нас. Талуп, спасибо вам. Dal da xol mal yıldın. Dal kabul dol, dal şey. Amin, amin, amin. Avuş. Пару слов на камеру. Вот этот Нурчули, кстати, Абхаз.
комфортабельной машине это долгая, длинная дорога. А вот на такой машине несколько раз, это порядка 100 человек, если 50 раз он ездил, он перевез Казахстана сюда. И несмотря на этот неуютный салон, несмотря на этот шум, на эту дальность дороги, да, это в 1957 году, и настолько была тяга людей вернуться в свои дома. И более того, когда они вернулись сюда, они прошли такие же испытания, когда они оказались на чужбине. И они прошли достойно, то есть достойно прошли. Вот эта любовь в его душе, любовь к Богу, к семье, к своему народу, к миру и его отношения, которые он несет, вырабатывает каждый день, это главная борьба. Вы не бойтесь злых людей, не бойтесь скверных людей. Зачем их бояться, я не понимаю. Почему? Потому что однажды неизбежная смерть к вам придет рано или поздно, в свое время. Она не раньше, не позже придет. Поэтому в этом отношении вам бояться не надо. Поэтому злости и зла в этом мире бояться не надо. Ему надо противодействовать всеми методами, которые вы можете. А в первую очередь метод какой должен быть? Вы должны желать добра. Вы должны желать себе противостоять этому злу. Вы должны верить как в эту жизнь физическую, так и в ту жизнь метафизическую, которая с вами нас обязательно ждет уже за предельной чертой.